Новостройка на окраине города встретила меня запахом строительной пыли, дешевого линолеума и леденящей пустотой. Я купил студию на последнем 16-м этаже в ипотеку на 30 лет. Район только застраивался, половина квартир в подъезде пустовала. На моем этаже заселенной оказалась только одна, моя, номер 412. Справа от меня была лифтовая шахта, а слева квартира 411. Ее дверь сразу бросалась в глаза. Все жильцы ставили типичные металлические двери от застройщика, а в 411 стояла массивная, глухая плита из темно-серого, почти черного металла. На ней не было ни номера, ни дверной ручки, ни глазка. Только замочная скважина, странной, треугольной формы и массивный старомодный засов снаружи, который, впрочем, всегда был открыт. Первую неделю я соседа не видел. Работал я удаленно, листал сайты по ночам, а спать ложился на рассвете. Тишина в подъезде казалась идеальной, пока не наступил четверг. Было около 2 часов ночи. Я сидел в наушниках, когда сквозь тяжелый бас музыки пробился странный звук. Как будто кто-то мерно, с одинаковым интервалом, бил ладонью по стене, разделяющей мою студию и 411-ю квартиру. Звук шел снизу, у самого плинтуса. Я снял наушники, звук прекратился. Стоило мне снова углубиться в код, как стена отозвалась глухим содроганием. Но теперь это были не шлепки, это был скрежет, словно кто-то тупым ржавым гвоздем медленно вел по бетону с той стороны. «Слышь, сосед!» — крикнул я, постучал кулаком по стене. «Время видел? Потише там!» За стеной мгновенно замолчали. Насколько резко, что мне стало не по себе. Я подождал пару минут, вернулся к работе, а в 3 часа ночи пошел на кухню налить чаю. Проходя мимо входной двери, я заметил, что из-под нее тянет странным сквозняком. Наш коридор был теплым, но сейчас по ногам ударил ледяной, сырой воздух. Я заглянул в глазок. В тусклом свете энергосберегающей лампы подъезда у двери 411 квартиры кто-то стоял. Существо, а человеком в первую секунду я его назвать не мог, было неестественно высоким. Его голова почти касалась бетонного потолка. Оно стояло лицом к своей глухой двери, вплотную, уткнувшись лбом в металл. На нем был старый, потрепанный плащ непонятного цвета, покрытый грязными разводами. Я замер, боясь дышать. Человек у стены не двигался. Прошло около 5 минут. Моя нога затекла, я качнулся, и половица под линолеумом тихо скрипнула. В ту же секунду сосед медленно, как в замедленной съемке, начал поворачивать голову в сторону моей двери. Движение было дерганым, механическим. Его шея издала сухой, отчетливый хруст, который я услышал даже через толстую обшивку. Я отшатнулся от глазка и попятился вглубь комнаты. Света в моем коридоре не было, но мне казалось, что он видит меня сквозь металл. Наступила тишина, а затем с той стороны моей двери раздался тихий, свистящий вздох, сменившийся шорохом, сползающий по косяку ткани. Оно ушло. Глава 2. 4 этаж. Утром ночной кошмар показался глупостью. Мало ли сумасшедших покупают квартиры, подумал я, натягивая куртку.
Нужно было сходить в магазин. Спускаясь на лифте, я столкнулся на первом этаже с женщиной лет 50 в синем халате, нашей уборщицей. Она яростно терла кафель у почтовых ящиков. «Здравствуйте», – вежливо сказал я. «Подскажите, а из 411 квартиры соседа как зовут? Не знаете? А то он шумит по ночам странно». Женщина резко остановила швабру. Ее лицо мгновенно осунулось, а глаза испуганно метнулись к лифту. «Ты с 16-го, что ли?» – тихо, почти шепотом спросила она. «Ну да, из 412-й. Парень, ты дурак или шутишь?» Она перекрестилась грязной рукой. «Нет там никого. На 16-м этаже вообще только твоя квартира продана. 411-я на балансе города стоит. Она опечатана должна быть. Туда даже строители не заходили, когда отделку делали. Ключи у прораба пропали еще год назад. У меня внутри все похолодело. Как опечатано? Там дверь стоит черная, огромная, без ручки». Уборщица побледнела, бросила швабру в ведро и, не сказав больше ни слова, почти выбежала из подъезда на улицу. Я стоял посреди пустого холла, чувствуя, как липкий страх подбирается к горлу. Вместо магазина я пошел к старшей по дому, Тамаре Ивановне, которая жила на 4-м этаже. Она была из тех пенсионерок, что знают родословную каждого таракана в подъезде. Тамара Ивановна долго держала меня на пороге, но, услышав про 411-ю квартиру, нехотя упустила, заперев дверь на 3 замка и цепочку. «Садись, Илья», – вздохнула она, наливая мне чаю, к которому я даже не прикоснулся. «Не хотела я тебе говорить, думала, обойдется. Дом-то наш на месте старого квартала построили. Тут в 60-х бараки стояли, деревянные, для рабочих с химзавода. И в одном из бараков жил старик один, нелюдимый. Окон никогда не открывал, из дома выходил только глубокой ночью. Звали его Семен. Она сделала глоток и уставилась в окно. В 90-х бараки сносить начали. Все съехали. А Семен заперся изнутри. Сказал: «Не уйду, моя земля под полом, я ее держу». Ну, строители народ простой. Подогнали бульдозер, когда думали, что там нет никого. Снесли угол, а Семен в это время в погребе сидел. Его там бревнами и завалило. Нашли только через месяц, когда вонь пошла на всю округу. Да только... Тамара Ивановна запнулась, ее губы задрожали. «Что только?» – поторопил я ее. Нашли-то его головой вниз. Он сквозь землю пытался прокопаться. Пальцы до костей стерты были. Когда этот наш дом построили, квартиры начали распределять. И вот именно на месте его погреба теперь 16-й этаж и крыло левое. То в 411-ю не пытался заселиться на этапе котлована. Все договора расторгали. Строители там вешались, двое с крыши прыгнули. В итоге квартиру заварили изнутри. Как изнутри, если засов снаружи? У меня пересохло во рту. А вот так. Засов они сами приварили, чтоб не открывалась. А дверь эту не застройщик ставил. Она сама там появилась за одну ночь. Глава 3. Шорох вентиляции. Я возвращался к себе на 16-й этаж с одной мыслью – собирать вещи и валить к другу на дачу. Плевать на ипотеку, плевать на потерянные деньги, жизнь дороже. Лифт плавно поднялся и звякнул, открывая двери.
Коридор 16 этажа встретил меня привычной тишиной. Я быстрым шагом пошел к своей двери, стараясь не смотреть на черную плиту 411. Но не смотреть не получилось. Засов на двери соседа был отодвинут. Сама тяжелая металлическая дверь была приоткрыта буквально на пару сантиметров. Из образовавшейся щели не пахло строительной пылью. Оттуда несло глухим могильным холодом, запахом мокрой земли, гнилых досок и сырого, разлагающегося мяса. Я пулей влетел в свою квартиру, захлопнул дверь, повернул нижний замок, верхний замок, задвинул точную задвижку. Мое дыхание было прерывистым, сердце колотилось в горле. «Все, собираю вещи и ухожу», – твердил я себе под нос, вытаскивая из шкафа большую спортивную сумку. Я кидал туда футболки, джинсы, ноутбук, зарядные устройства. Руки не слушались, вещи валились на пол. Вдруг в ванной комнате раздался странный звук. Шурх, шурх. Это шло из вентиляционной шахты. Наш дом имел общую систему вентиляции, которая шла вертикально через все этажи. Шахта из моей ванной граничила как раз с 411 квартирой. Я медленно подошел к двери ванной и приоткрыл ее. Свет внутри горел, отражаясь от белого кафеля. Металлическая решетка вентиляции под потолком была слегка перекошена. Из темноты воздуховода доносилось тяжелое, прерывистое дыхание, как будто кто-то с трудом проталкивал свое тело сквозь узкую железную трубу. Хрусь! Звук ломающихся хрящей. Тот, кто лез там, явно не помещался по габаритам, но его это не останавливало. Он ломал собственные кости, чтобы протиснуться дальше. «Илья!» Раздался из вентиляции тонкий, свистящий шепот. Голос не был человеческим. Он звучал так, словно сухие листья трутся друг от друга на ветру, но при этом отчетливо произносил мое имя. «Илинька! Сосед! Свечи-то! Нет! В темноте сижу! Пусти погреться!» Я закричал, ворвался в ванную и со всей силы захлопнул дверь, подперев ее тяжелым деревянным стулом. С той стороны прямо в пластик двери ванной тут же пришелся глухой удар. Дверь затрещала. Я бросился к окну комнаты, 16-й этаж. Внизу пустой двор, засыпанный щебнем. Прыгать — верная смерть. Телефон. Где телефон? Я оставил его на столе у компьютера. На неслушающихся ногах я подбежал к столу. Экран телефона моргал. На нем не было сети, но на дисплее горело странное уведомление от приложения «Умный дом», которое управляло камерой, встроенной в мой дверной звонок застройщика. Написано было: «Обнаружено движение у двери. 14 пропущенных вызовов». Я нажал на просмотр архива. Экран показал черно-белую картинку нашего коридора. Время 5 минут назад. Моя дверь. Из 411 квартиры медленно, боком, выползает существо. Его руки были невероятно длинными. Суставы гнулись в обратную сторону. Оно двигалось по полу, как гигантский паук, волоча за собой потемневший от влаги плащ. Оно приблизилось к моей двери, поднялось во весь свой 3-метровый рост, начало методично, беззвучно биться лицом о мой дверной замок. Его лица не было видно,
Оно было замотано грязными серыми бинтами или тряпками, сквозь которые проступала черная маслянистая жижа. Видео оборвалось, потому что в этот момент в моей прихожей раздался отчетливый металлический щелчок. Глава 4. Гость в прихожей. Ночная задвижка на моей двери была механической. Ее нельзя было открыть снаружи. Но прямо сейчас я видел, как маленькая металлическая вертушка на двери медленно, жутким скрипом поворачивается сама по себе. Кто-то с той стороны не открывал замок ключом. Он просто ломал механизм силой своего разума. Или чем-то еще более жутким. Вертушка повернулась до упора. Замок щелкнул. Дверь медленно поползла внутрь моей студии. В образовавшуюся щель в комнату хлынул туман. Он был плотным, серым и пах покойницкой. Свет в прихожей замигал и с треском погас. Единственным источником освещения остался экран моего монитора, который заливал комнату мертвенно-синим светом. Я отступил в самый угол комнаты, зажав в руке тяжелый металлический торшер. В проеме показался он, высокий, горбатый силуэт. Его голова была наклонена на бок, под углом 90 градусов. Шея казалась сломанной. Серые тряпки на лице шевелились, словно под ними копошились сотни насекомых. «Земля! Холодная земля!» Прошелестел хор голосов в моей голове. Звук шел не из его рта. Он раздался прямо в моем черепе, взрывая мозг дикой болью. Из моих ноздрей по губе потекла теплая кровь. 100 лет держал. А вы дом построили. На моих костях построили. Теперь ты держать будешь, сосед. Существо сделало шаг вперед. Его нога, обутая в рваный кожаный сапог, оставила на моем новеньком линолеуме жирный черный след из мокрой земли и гнили. Я закричал от ужаса и наотмашь ударил торшером по его протянутой руке. Металлическая штанга торшера врезалась в его конечность с глухим звуком, словно я ударил по трухлявому бревну. Существо даже не вздрогнуло. Моя рука онемела от удара. Торшер вылетел и с грохотом покатился по полу. Длинные костлявые пальцы, обтянутые серой пергаментной кожей, с черными сломанными ногтями, легли мне на плечо. Холод. Такой лютый, абсолютный холод пронзил мое тело, что я мгновенно потерял способность двигаться. Мои легкие словно превратились в лед. Я не мог сделать даже вздоха. Перед глазами все поплыло. Я видел, как серые бинты на его лице расходятся, и оттуда, из бездонной черной пасти, полной острых желтых зубов, ко мне тянется толстый, склизкий отросток, похожий на корень дерева. Вот и все. Пронеслась последняя осознанная мысль. Ипотека выплачена. И в этот момент в кармане моих джинсов бешено застрекотал будильник. Наступило 6 утра. Время, на которое я всегда ставил напоминание, чтобы не забыть лечь спать после ночной смены. Существо внезапно замерло. Из окна моей студии пробился первый, блеклый луч утреннего солнца. Он упил прямо на спину монстра. Тварь издала пронзительный ультразвуковой визг, от которого в комнате лопнули стекла в шкафу купе. Оно резко отдернуло руку, повернулось и с невероятной скоростью, ломая косяки, вылетело вон из моей квартиры. Спустя секунду в коридоре грохнула тяжелая металлическая дверь,
411. Я рухнул на пол, жадно глотая воздух. Мое плечо, куда оно прикоснулось, было полностью синим. Кожа там покрылась инеем, который медленно таял, превращаясь в грязную воду. Глава 5. Пустая квартира. Я не помню, как собирал остатки вещей. Бежал вниз по лестнице пешком, перепрыгивая через 3 ступеньки, не дожидаясь лифта. Мне казалось, что из-за каждой двери на меня смотрят пустые глазницы. Я просидел на вокзале до полудня, приходя в себя. К 2 часам дня я нашел в интернете номер прораба, который руководил строительством нашего дома. Его контакты были в общем чате жильцов. Мужчина по имени Олег сначала не хотел разговаривать, но когда я сказал, что заплачу ему 30 тысяч рублей просто за информацию о 411 квартире, он сдался и согласился встретиться в придорожном кафе. Олег выглядел изможденным. Он непрерывно курил, его пальцы были желтыми от никотина. «Парень, ты живой оттуда ушел, и радуйся!» Тихо сказал он, глядя в чашку с кофе. Мы когда фундамент заливали, экскаватор наткнулся на старый гроб, не деревянный, из дикого камня, выдолбленный и цепями обмотанный. Начальство сказало: плевать, сроки горят, залейте бетоном. Мы и залили, а через неделю началось. Он затянулся так, что сигарета вспыхнула до самого фильтра. Сначала ночной сторож пропал. Нашли его через 3 дня внутри бетономешалки. Он сам туда залез, головой вперед, и включил ее. Потом штукатур 16-го этажа упал в шахту лифта. А перед этим он на стене кровью написал: «Семен под землей, Семен над землей». Мы, когда дом сдавали, квартиру 411, застройщик решил вообще из планов убрать. Ее заварили арматурой. Дверь эту черную, мы ее 3 раза срезали болгарками. Приходим утром, она снова стоит. И засов этот, его никто не ставил. Он из самой стены пророс, как кость. «И что мне делать?» – прошептал я. «У меня там вещи, у меня там вся жизнь». Олег посмотрел на меня с глубокой, искренней жалостью. «Не возвращайся туда ночью, никогда. Тварь, которая там сидит, привязана к месту. Она ищет носителя или хранителя, того, кто займет место Семена и будет держать эту проклятую землю. Если она коснулась тебя, ты отмечен. Она будет звать». Эпилог. Я съехал на съемную квартиру на другом конце города. Студию свою я выставил на продажу через агентство по цене в 2 раза ниже рыночной. Риэлторы удивлялись, почему я не соглашаюсь на показы в вечернее время. Я просто молчал. Прошел месяц, мое плечо зажило, но на коже остался странный шрам, темное пятно, напоминающее по форме древесный корень. Оно не болело, но иногда, строго в 2 часа ночи, начинало невыносимо чесаться и гореть. Вчера мне пришло уведомление на телефон. Приложение «Умный дом», которое я забыл удалить, снова прислало оповещение от камеры дверного звонка моей старой студии на 16-м этаже. Я дал себе слово не открывать его. Я клялся, что удалю приложение. Но в 3 часа ночи, сидя в безопасной, светлой квартире, я не выдержал. Пальцы сами открыли архив. Черно-белое видео. Наш старый коридор. Моя бывшая дверь, номер 412. Она была закрыта, но засов на 411 квартире был полностью отодвинут.
Из темноты черного дверного проема медленно показалась длинная костлявая рука. Она потянулась к моей камере и начала медленно, аккуратно протирать объектив пальцем, размазывая по стеклу черную грязную землю. А затем камера зафиксировала звук. Сквозь белый шум динамика пробился знакомый сухой шелест голосов, который прозвучал прямо у меня в голове. «Илья, квартиру-то смотрят, люди приходят, но нам нужен ты. Земля ждет. Возвращайся домой, сосед». Я удалил приложение и выбросил телефон в окно. Но сегодня, когда я лег спать, со стороны стены, граничащей с соседней пустой квартирой моей новой многоэтажки, раздался первый тихий мерный стук. Оно идет за мной по вентиляции, по трубам, сквозь бетон и мили города. Потому что если ты однажды стал соседом хозяина земли, съехать от него уже невозможно.